Код покажу, теорию расскажу, истории расскажу, где это можно применить. И на самом деле код уже опубликован был вчера на моем репозитории, можно было это все наблюдать. Но обо всем по порядку. Внизу, как обычно, будут тайм-коды, так что вы сможете прыгнуть на самое интересное для вас место, но я все-таки рекомендую смотреть это видео полностью, потому что, мне кажется, вот эти истории, которые я расскажу, они не менее важны, чем, собственно, сама теория и практика, к которой мы обязательно перейдем. Давайте так, наверное, большинство программистов не имеют формального образования, да, то есть не учились на программиста, и даже те, которые учились на программиста, такие как я, у нас было образование прикладное, то есть нас обучали немножко программированию и обучали по большому счету делать инженерную работу, связанную ну, вот на каком-то софте. Например, я учился разбирать или обрабатывать спутниковые снимки на специальном софте. Но часть из нас, которые учились в университетах, они учились именно на, собственно, computer science, да, то есть они учились вот этим вот всем компьютерным наукам, которые в том числе включают в себя компиляторы и написание языков программирования. То есть ребята этим занимались прямо в университете, как курсовая работа, могли написать язык. И потом по приколу могли писать язык. И на самом деле это не такая большая работа, о чем недавно мне тоже напомнил один из моих подписчиков и постоянный комментатор в моем телеграм-канале, тоже его зовут Дмитрий, вот, собственно, комментарий, что он говорит, вообще язык программирования можно написать под пивко, и иногда они получаются как побочный продукт. И он прав, у меня две таких истории, где люди написали какие-то языки программирования, это были узкоспециализированные языки программирования или, в общем, даже, ну давайте, это, конечно, не язык программирования был в чистом виде, но там были использованы элементы, которые используются при написании нормального языка программирования. Так вот, история номер один, она произошла давно, в 2007 году в городе Красноярск, где я часто рассказываю это. Первая моя работа была, мы работали там с Егором, про Егора я тоже часто рассказываю, сейчас это мой соведущий подкаста Team Lead Talks, тоже живет в Германии. Но тогда давно мы работали на компанию MetaDesign, и у этой компании было много своих порталов. Вот, и на этих порталах, понятное дело, были какие-то формы, куда пользователи вводили свои данные. Соответственно, эти данные нужно было проверять на корректность или валидировать. Да? И, понятное дело, правильным является проверять их и на клиенте в браузере, и на сервере. Но вот беда, на клиенте в браузере у нас был JavaScript, а на сервере у нас был Perl. Понятное дело, и мы так всегда делали. Мы просто писали две разные программы, чтобы проверить все дело на клиенте, а потом, чтобы проверить все на сервере. Но потом количество форм росло, и при написании одного из новых проектов Егор придумал такую штуку. А что если мы создадим такой Domain Specific Language или DSL, собственно, для правил ввода, и будем проверять эти правила на корректность. Для этого он разработал грамматику и сгенерировал на основе этой грамматики два вывода. Первый вывод для JavaScript, второй вывод для Perl. То есть мы писали правила проверок уже не на JavaScript отдельно и не на Perl. Мы их писали на том Domain Specific Language, на специфическом языке доменном, да, который придумал Егор. А потом, собственно, программа генерировала нам две библиотеки. Одну для JavaScript, а вторую для Perl. И, соответственно, под каждую формочку у нас были разные библиотечки, которые эту формочку могли обрабатывать. Это история номер один. На самом деле это упростило, просто жутчайше упростило задачу, но там были несколько, понятное дело, ловушек, потому что там регулярные выражения на JavaScript и на Perl они по-разному работают, были какие-то расхождения, там были небольшие баги, их нужно было отловить. Заняло это не месяц у Егора и даже не полгода. Это заняло, ну, может, я не знаю, неделю, может быть, Егор это делал. То есть он выверил грамматику, потом на основе этой грамматики написал, собственно, генерацию кода, да, под две платформы. Все это как-то задебажил, сделал, и оно сработало. Все штука в том, что у Егора знания эти были. Это вот то самое, когда я говорю, что да, можно нагуглить, но нужно знать, что гуглить. Вот. И о том, что гуглить, я сегодня вам расскажу. История номер 2. Это уже я работаю в компании Mesosphere в Гамбурге. Это уже, наверное, 2017 год какой-то такой. И, соответственно, у нас для нашей системы, для нашего фронтенда возникла задача. Мы хотели сделать поиск вот типа как на GitHub. То есть вы можете вводить какие-то предикаты, там автор, либо там какой-то контейнер, да, и что искать. И, собственно, вот таких вот предикатов в поиске у вас может быть много, и эти предикаты потом можно как-то разбирать. И, соответственно, на основе этих предикатов делать там либо фасетный поиск, ну, в общем, как-то
сужать, собственно, поиск. Понятное дело, что можно всегда эти вещи разбирать какими-то регулярными выражениями, как-то все это делать хитро, но у нас был еще в команде один человек, у которого было computer science образование, и поэтому он взял и написал формальную грамматику для вот этих вот правил языка в этой формочке. И на самом деле все примерно работало точно так же дальше, да, то есть на основе этой грамматики он сгенерировал парсер, соответственно, этот парсер потом генерировал нам какое-то синтаксическое дерево или разобранные вот эти вот правила из вот этой вот строчки, что нам там пользователь ввел, соответственно, мы всегда четко и, как это сказать, совершенно определенно знали, могли определить, какие предикаты там были, какие значения у этих предикатов были, и у нас не было каких-то вот таких вот багов по поводу того, что мы что-то неправильно заматчили. Вот. И на самом деле в этот момент он меня познакомил с таким инструментом, который называется JSON. Так вот, про инструменты поговорим. Хотя здесь давайте немножко теории. Посмотрим на экран. Как вообще происходит компиляция языка программирования? Для начала у нас есть, понятное дело, текст программы. И этот текст программы, он весь серенький, мы ничего не знаем, чего там у нас происходит в этой программе, да? И чтобы у нас из этой программы понять, где там что, где там у нас переменная, где там у нас какие-то числа, где там имена функции, где что-то еще, мы проводим лексический анализ этой программы. И этот лексический анализ или токенизация, она разбирает вот эту вот всю программу, как-то подсвечивает ее, она уже начинает понимать, где у нас что. Вот. Но она все еще не знает как бы структуру этого всего. То есть она знает, что у нас там какой-то, например, expression возник, или там if, while, там где-то функция объявлена. Но вот что дальше, какой-то там блок, вот это вот она уже как бы особо на самом деле не знает. Здесь у нас подключается парсинг, то есть наш парсер берет вот эти вот токенизированный, собственно, уже ввод и разбирает его на основе своих правил в абстрактное синтаксическое дерево. То есть он уже как бы знает, что у нас где-то там, допустим, есть плюсик, от плюсика есть у него операнды, да, то есть, ну вот такие вещи. То есть если вы писали или видели Lisp, то Lisp, по большому счету, это абстрактное синтаксическое дерево. То есть весь язык, он как бы на самом деле вот этот вот скипует вот эти вот два шага, и он сразу же стартует вот с этого шага. И это дает ему некоторые преимущества, но выглядит немножко диковато для неподготовленных людей. Вот. Соответственно, потом у нас есть опциональные шаги, это семантический анализ, то есть где-то здесь мы можем, например, определить, что мы используем переменную до того, как ее объявили, либо мы можем попробовать повыводить типы, либо, ну и как-то проверить, в общем, на корректность нашу программу, да, и, соответственно, дальше мы можем сделать какой-то промежуточный код, сгенерировать, потом этот промежуточный код мы можем оптимизировать, и, соответственно, дальше мы генерируем код уже нашей программы. На самом деле вот этот вот шаг, он опциональный, потому что считается, если мы на этом шаге генерируем код для какой-то платформы, например, для JVM, то вот это вот промежуточное представление, оно как бы является уже конечным для нас. И на самом деле сегодня мы будем использовать WebAssembly как, собственно, платформу, под которую мы будем генерировать наш код. Но вернемся немножко к инструментам. Понятное дело, что если вы разрабатываете язык, надо понять, а что мы, собственно, разрабатываем. То есть, понятное дело, что можно разрабатывать вот лексер самому, да, можно парсер самому разработать. И некоторые люди это действительно делают, и это может быть действительно интересной задачей, если вы хотите разработать язык, ну вот end-to-end, да, то есть от начала до конца хотите все сделать сами. Но если вы хотите, по большому счету, поиграться где-то вот здесь с генерацией, например, с генерацией промежуточного кода, там, с генерацией машинного кода, либо с семантическим анализом. То есть, например, вы хотите разобраться, как работают типы данных, и вы такие, окей, я сделаю какой-то маленький язычок, допустим, JavaScript, а потом попробую прикрутить к нему там алгоритм Хиндли-Мильнера и попробую повыводить типы. Почему бы нет, да? Но для этого вам нужно вот где-то на этом моменте остановиться и там как бы, собственно, начать, собственно, применять этот вывод типов, да? Вот, и мне кажется, что разработка языка, понятное дело, это синтаксис. Синтаксис должен быть выразительным относительно того, каких задач вы хотите достичь, да? И, соответственно, это, я бы сказал, это где-то вот семантический анализ и промежуточный код, ну и генерация кода. Вот это вот для меня, по крайней мере, я это назвал бы разработкой языка программирования. Вот, поэтому для разных вот этих вот шагов
уже имеются различные инструменты. И, возможно, вы даже слышали, что есть какой-то Yak, какой-то Bison, какой-то Flex, какие-то вот такие инструменты, которые, соответственно, позволяют вам что-то делать. Сюрприз, они на самом деле позволяют вам написать грамматику, которая будет понимать текст вашей программы, проводить лексический анализ, то есть превращать вашу программу в токены и делать, они будут на основе с этих правил генерировать вам программу, парсер, которая будет парсить текст вашего исходного кода в абстрактное синтаксическое дерево. И некоторые тулзы, которые я вам уже сказал, это, соответственно, Flex, да, то есть или Bison. Но эти штуки, они сделаны для того, чтобы генерировать, собственно, программу на языке C. Я не хочу генерировать программу на языке C, я хочу генерировать программу на языке TypeScript. И тут я вспомнил как раз-таки вот тот второй случай, что мой коллега использовал программу, которая называется JSON. И программа JSON — это, по сути, Bison, но для JavaScript она генерирует парсеры для JavaScript. И это было то, что я вначале попробовал, конечно же, но программа, библиотечка довольно старая, и она генерирует только JavaScript, она не генерирует TypeScript. И, собственно, сами правила оформления грамматики, они немного мудреные, поэтому я подумал, а что же можно использовать еще? И, может быть, есть какие-то уже более современные, более новые тулы. И они есть. Одним из таких является набор инструментов Antler. Он переводится как Another Tool for Language Recognition, то есть еще один инструмент для распознавания языков. И на самом деле, если мы пойдем в документацию, то мы увидим, что у нее есть очень много различных... На самом деле Antler умеет генерировать код на вот этих всех языках. На Dart, PHP, Swift, C++, Go, TypeScript, JavaScript, на Python, на C# и на Java. То есть, судя по всему, он как будто бы предназначался на Java. И, в общем, автор этой библиотеки, он очень долгое время работал в Google, а Google тоже, на самом деле, очень много Java использует. Вот, но штука в том, что TypeScript, я подумал, вот оно. Понятное дело, что я пошел, все установил и занялся разработкой языка. Практическая часть. Я написал простой язык программирования, который я назвал Kek. Вначале я его называл LOL, поэтому на самом деле всю дорогу будет LOL, а потом я его переименовал. Мне на самом деле было немного лень ребейзить и менять название. Здесь вы видите историю коммитов. Вот. И если вы думаете, что я всегда пишу такими ровненькими, красивенькими коммитами, это неправда. Я запишу отдельное видео, как я, собственно, это все делал, и как вы можете делать такую же ровненькую историю, как можно работать с историей гита, вот, как можно ее, собственно, форматировать. Например, вы сделали pull request, месили код, а потом хотите, чтобы у вас там ровненькие были коммиты, как это можно добиться, я запишу отдельное видео, как раз, наверное, на примере этого проекта, но тем не менее. Давайте посмотрим, что у нас уже здесь есть. У нас уже здесь есть функции, да, ну и, понятное дело, подсветки синтаксиса нет, потому что это... собственно, какой-то непонятный кек. Давайте я сделаю подсветку C++, чтобы хоть какие-то цвета были. Так вот, у нас есть функции, да, у нас есть переменные, у нас есть циклы, и у нас есть ифы, да, вот. Так как мы работаем на WebAssembly, у нас ограничение — это один тип данных, это на самом деле числа с плавающей точкой 32-разрядные. Понятное дело, что можно добавить другие типы данных, но там просто усложнится код, и это будет очень плохой пример, то есть в нем будет тяжело разобраться. Поэтому сегодня мы работаем только с числами. Если вы захотите, например, добавить какие-то данные, можете отправить мне pull request, сделать, например, строчки, чтобы появились, или там булевые, или еще что-то. Но напоминаю, что на самом деле у WebAssembly есть целые числа, есть числа с плавающей точки, и есть, по-моему, вектора, и все, больше ничего нет. Вот, и, соответственно, давайте эту программку запустим. Сделаем compile, сделаем example kek, и мы видим, что она вывела нам единичку. Давайте теперь проверим, что это действительно правильно. Ну, верим, что функция factorial считает все правильно. Функция return to, просто возвращает 2, больше ничего не делает. Функция test проверяет, соответственно, то, что мы ей передали, и то, что мы ожидали передать. Да, и, соответственно, если мы что-то передали, что expected, она возвращает единичку, которую мы видели. А если что-то передали, что
какое-то фальшивое, не то значение, она возвращает нолик. И, соответственно, понятное дело, что факториал 6 это 720. 720 плюс 2 получается 722. Можно даже сделать, допустим, здесь исправить код, потому что, ну, вдруг я у вас обманываю, да? Вот. И посмотреть, что она вывела нам нолик. Можно закомментировать это, да, есть комментарий еще. Сохранить. Но так как это у нас statement, а не expression, то оно не вернет значение, поэтому нам нужно явно вернуть значение. Сохранить. И посмотреть. Так, что-то у нас здесь... return написал. Видите, какие-то ошибки. Result. Если сделать result, то оно возвращает 8, потому что факториал 3 это 6. Вот, и плюс 2 8. Давайте еще раз. Факториал единички 1, плюс 2 3. Программа работает, да, то есть если мы снова это дело раскомментируем, все вернулось на круги свои, я вас не обманул. И на самом деле я понимаю, что вот наблюдать код на экранах очень неудобно, все мелкое может быть, особенно если на мобиле смотрите, но я и говорю, что в моем телеграм-канале будут все ссылки на репозиторий, на вот это вот, на все, вы сможете код посмотреть, как я его написал. Но давайте пойдем по шагам. То есть, на самом деле, чтобы получить такую историю коммитов, вот можно использовать pretty формат такой, да, то есть у меня здесь сокращенный хэш и просто строчка, вот. И теперь я буду просто идти по шагам и показывать вам, чего я сделал. Давайте начнем. Так, не начнем, потому что я здесь исправил код. Ему это, конечно же, не нравится. Если я сделаю так, все отменю. Вот, теперь мы на самом первом коммите. Ни кека, ни индекса у нас нет. Давайте посмотрим, что же у нас есть. У нас есть наша базовая грамматика. Вот. И в этой базовой грамматике есть некоторые моменты. То есть нужно, чтобы название этой грамматики совпадало с, собственно, именем файла. Это обязательное условие. Дальше у нас здесь есть, с маленькой буквы у нас начинаются правила парсера, а с большой буквы у нас начинаются правила лексера. Там есть некоторые гочи. Вот, и, соответственно, правила лексера, они могут быть рекурсивные, но главное, чтобы рекурсия была не левой рекурсией. В общем, я здесь старался не использовать рекурсивные эти правила. Но посмотрим, как у нас что здесь работает. У нас есть правило, которое определяет программу, что такое наша программа. И мы говорим, что наша программа — это одно либо более выражений, expression, и потом идет такой специальный токен, который называется end of file. То есть этот парсер обязательно зачитает весь файл. И если весь файл распарсить не удастся, то он упадет с ошибкой. А можно сделать парсер частичный, который, даже если, допустим, дойдет до какого-то значения, все, что сможет, зачитает, а все, что не сможет, отбросит. Дальше мы говорим, что у нас есть такие экспрессионы, либо выражения, и здесь мы даем альтернативы. На самом деле здесь очень важно, что Antler, когда строит парсер, он берет самую первую альтернативу как самую важную. И это можно использовать, в частности, для математических операций, которые мы сделаем дальше. Но, в частности, здесь вы видите, что мы используем сами же выражения, то есть мы можем нашу грамматику наращивать. Мы говорим, что действие со знаком плюс или минус у нас по бокам ожидает тоже expression. То есть, соответственно, по бокам тоже могут быть действия со знаком плюс и минус, да, то есть мы можем строить эти выражения. Дальше у нас есть int. Понятное дело, что я вам сказал, что мы поддерживаем число с плавающей точкой, но на ввод мы принимаем только инты. Понятное дело, что это можно исправить, добавить сюда точку и определять числа с плавающей точкой, но мне как-то лень. И у нас еще есть white space, да, то есть это новая линия, это пробел, это таб, и мы их пропускаем. Вот, то есть мы их не учитываем. Они у нас, это означает, что они в нашем абстрактном синтаксическом дереве не будут появляться. Окей, дальше у нас есть такой скрипт, который генерирует нам наш парсер. Собственно, вот видите, что я запускаю Antler 4. Я вам не сказал, как это все установить. Antler — это на самом деле pip-пакет, то есть его можно поставить из пипа.
Плюс, так как мы работаем из JavaScript, нужно будет еще поставить npm пакет. Но на самом деле ссылочки, материалы будут в Telegram-канале. Вот, сможете посмотреть там. Mine здесь это вранье, но какие-то артефакты остались. Так вот, мы говорим, что мы хотим генерировать TypeScript и складывать его в source generated библиотечку. Давайте это вот так вот сделаем. Сгенерируем нашу грамматику. Она у нас легла туда, куда должна лечь. И, соответственно, здесь мы можем, наверное, уже что-то сделать. Но, как мы видим, здесь по большому счету ничего нет. Это просто такая вспомогательная оберточка, которую я дальше использую, так как это init commit. Вот здесь еще нет нашего генератора кода, который будет работать на основе парсера. Мы подключаем здесь, собственно, сам Antler. Мы подключаем сгенерированный лексер. Код там очень страшный, смотреть его не стоит. Он там даже в некоторых местах без форматирования, но это сгенерированная программа по нашей грамматике. Есть у нас наш парсер, и, как вы видите, он у нас уже здесь некоторые контексты определил за нас. То есть у нас здесь есть proc-контекст, есть statement-контекст. На самом деле мне интересно, почему не... на самом деле statement-контекста там не должно быть. Там, наверное, должно быть expression-контекст. Да, ну это артефакты моего кода. Не довычистил. Простите меня за это. Вот. И есть listener. То есть Antler предлагает вам два варианта. Либо вы делаете visitor, либо вы делаете listener. Соответственно, это просто два разных подхода к обходу дерева. Я использовал listener. То есть, когда обходчик дерева идет по дереву, он встречает какой-то контекст или какой-то токен, и он создает как бы такое событие, что ли. И мы к этим событиям привязываемся и генерируем на основе этого код. И видите, он нам делает тип, который нам дадут переопределить. Вот он говорит, что, соответственно, вот это вот proc, откуда он знает proc, да, он берет это вот отсюда. То есть он берет это из нашей грамматики. Вот у нас есть, соответственно, proc, у нас есть expression. Тут мне тоже непонятно, почему не перегенерировалось. Тут почему-то есть все. На самом деле это уже должно было быть перегенерировано, но окей. Чего-то там не перегенерировалось. Наверное, сейчас посмотрю, почему. Возможно, я не туда смотрю. Да, я не туда смотрю. Надо было, конечно, смотреть сюда, потому что я потом это все перенес. Вот. Но это init commit, там ничего нет. Вот, как вы видите, здесь у нас все правильно. Enter expression. И, соответственно, это нам надо будет расширять и генерировать код на основе тех токенов, которые парсер для нас нашел. Вот. Но давайте, собственно, попробуем чего-нибудь заимплементить. Например, начнем, понятное дело, с суммы или с математических операций. Вот. И, соответственно, если мы сюда придем, смотрите, наша грамматика уже изменилась немножко. На самом деле она не изменилась, она переформатировалась. Да? У нас здесь есть наше выражение под сумму. Потом у нас есть скобочки, да, то есть скобочки мы тоже хотим обрабатывать, ну и наши инты. И если мы пойдем в lol-listener, это не совсем то, что надо. Давайте заново все сгенерируем под конкретно эту грамматику. Потому что этот код, который генерируется, он складывается в репозиторий. Ну окей. На самом деле его можно, наверное, не складывать. Но давайте посмотрим. Да, я использую Deno. Я использую Deno для того, чтобы работать с TypeScript и не компилировать его. Но больше, на самом деле, ни для чего не использую. Так вот, у нас здесь уже появился наш файл index, который у нас, собственно, делает следующее. То есть он подключает наш lol-compile, который компилирует наш язык. Он подключает библиотечку для работы с WebAssembly text format. То есть это такой текстовый формат, для того, чтобы его глазом можно было почитать. На самом деле он очень напоминает Lisp, он тоже построен на S-экспрессионах, и из этого текст-формата он уже, собственно, умеет компилировать в байт-код WebAssembly. Но я решил генерировать, как раз-таки использовать вот WebAssembly Text Representation как, собственно, основное то, во что генерируется мой код, потому что дальше это уже можно использовать напрямую в браузере, например, или на любой WebAssembly платформе. Так вот, у нас здесь есть функция compile and run wasm, да, то есть она подключает what код, делает, собственно, из него модуль, и
дергает единственную функцию, которая здесь называется program. По-моему, я ее потом переименовал в main, но мы дальше увидим. Так вот. И это наша первая программа. Это, собственно, 1 плюс 2. Давайте попробуем ее запустить. И мы видим, что результат у нас 3. Если мы здесь что-нибудь изменим, результат стал 21. То есть программа работает. Посмотрим, как она работает. Для этого нам надо пойти в lol compile. Здесь у нас уже что-то начинает появляться. И здесь мы видим наш lol3walker, то есть наш класс, который, собственно, не умеет не обходить наше дерево, а умеет на основе сигналов, да, на основе вызовов, умеет генерировать код из нашего дерева. И что мы здесь видим? Мы видим, что когда мы видим начало нашей программы, это, собственно, enter proc, то есть proc, я напоминаю, что это, собственно, наша программа. Вот это именно из этого имени, если это имя мы изменим, то вот это тоже изменится. Вот, то есть он просто генерирует код у вас на нашей грамматике. Соответственно, это очень удобно. Вы можете имена использовать такие, которые важны вам, и, соответственно, они будут в вашем коде также использовать. И здесь немножко специфики WebAssembly. Мы генерируем модуль с единственной функцией, которая называется program. Мы ее экспортируем, и мы говорим, что возвращаемый результат нашей функции – это всегда число с плавающей точкой. Ну, это одно из ограничений, которое я взял. То есть, понятное дело, что мне хотелось потрогать написание языка, а не писать уйму кода, которая бы поддерживала все типы. Понятное дело, что это можно сделать. Вот. И если вы хотите попробовать код в открытом доступе, вы можете добавить типы, как я сказал, или какие-то другие функции, не функции, а фичи добавить языку. Но это же не главное. Главное потрогать, как делается язык. И дальше вот что мы делаем. Дальше мы делаем обработчик на выход из экспрессиона, то есть когда весь экспрессион мы зачитали и как бы готовы из него выйти, насколько я это понимаю, срабатывает этот обработчик. И здесь мы смотрим, если мы только что смотрели в int, то есть если мы встретили число, да, то мы на выход говорим, что это у нас f32 const, ну это, соответственно, формат записи такой у WebAssembly, да, и мы идем в этот наш токен int и его текстовую версию пишем и сохраняем это в сгенерированный код. Если же у нас есть expression на первом месте, то есть expression на первом месте на самом деле означает, что у нас как минимум два есть expression. Есть вот expression, да, и вот есть вот этот вот expression. Вот. То есть это значит, что мы помачили вот эту штуку. Возможно, можно как-то по-другому детектить. Возможно, есть лучший вариант детектинга не через expression и индекс expression. Но тем не менее, здесь мы уже можем получить наш оператор. Есть для этого такая функция у нашего контекста getChild на первом месте. То есть getChild на нулевом месте это был бы оперант. Да? Вот. И, соответственно, берем его текстовую версию и потом проверяем, а что за оператор там у нас, плюс или минус. Соответственно, мы вызываем соответствующие функции для языка WebAssembly. И понятное дело, что если бы здесь был другой тип, мы бы вызвали функцию другого типа. Вот. Но мы так обрабатываем плюс и минус. И на выход из программы мы просто ставим две скобочки, то есть мы закрываем функцию и закрываем модуль. Все. Здесь у нас просто вот какие-то подготовительные все вот эти вот, как сказать, экземпляры классов создаются. В общем, если мы зайдем вот сюда, давайте посмотрим. Я как-то compile. Вот интересно будет вот вам что показать. Я это все, конечно, поубирал, но вам-то это будет интересно. Вот, собственно, код, который сгенерировал наша программа, да? То есть, видите модуль, он создает две константы, и, собственно, он их складывает. WebAssembly — это стековый язык программирования, то есть мы кладем на стек 1, кладем на стек 2, а потом вызываем функцию add, которая берет со стека два значения, складывает их и кладет результат обратно на стек. Соответственно, у нас на стеке возникает число, сумма этих значений, который как бы по умолчанию из функции и возвращается.
Вот, то есть, если на стеке образовалось одно значение, которое соответствует возвращаемому типу, то WebAssembly его возвращает без ошибок. Как говорится, so far so good. Пойдем дальше. Дальше у нас implement multiplication and division. И на самом деле это может быть не так интересно. Так, у нас там все, снова что-то нам мешает. Снова я что-то наисправлял. Это мы сейчас отменим. Умножение деления добавилось. И здесь вы видите, я делаю комментарий precedence. Да, то есть, так как мы поставили их вперед, то умножение и деление будет обрабатываться в начале, а потом будет обрабатываться плюс. Здесь как бы можно подумать, окей, аж скобочки. Ну, вот как-то так оно работает. Но, в общем, эта штука при наличии двух альтернатив всегда выбирает первую в начале, которая была здесь подана. А на самом деле, понятное дело, что я далеко не эксперт в этом. И если вы прямо супер эксперт в этом, вы, пожалуйста, не пишите комментарии в духе «Эй, Дима, все говно», а напишите вот основательно. И этим самым вы поможете не мне, вы поможете тем людям, которые будут читать ваш этот комментарий. Вот. Я закреплю этот комментарий, его полайкаю сердечком, он будет где-то в начале. Вот. И мы всем поможем всем стать умнее чуть-чуть. Так вот, давайте мы зайдем в индекс, посмотрим, чего там у нас изменилось. А здесь у нас вот такое выражение теперь. Сложное выражение. И если мы его вызовем, то видите, оно посчиталось 21,5. Вы можете проверить, что это действительно 21,5, но это 21,5. Но это так неинтересно. Мы же не калькулятор делаем, а язык программирования, да? Поэтому вот у нас есть implement variables. Давайте попробуем сделать переменные. Вот у нас, видите, появились здесь переменная объявляется x, просто объявляется переменная. Здесь переменная объявляется с присвоением. А здесь у нас какой-то результат выражения присваивается ранее объявленной переменной. А внизу у нас, собственно, эти переменные используются в выражении. Ну и результат этого выражения, вычисления выражения возвращается. Давайте посмотрим, как это у нас в грамматике определено. Соответственно, в грамматике, видите, наша программа начинает изменяться. Теперь мы говорим, что наша программа — это не только экспрессионы, но это еще и var declaration и variable assignment. То есть это определение переменной и присвоение значения переменной. Понятное дело, что есть разные языки, в которых все является выражением, да, то есть все возвращает какое-то вычисленное значение. И на самом деле это может быть очень удобно. И на самом деле вот стоит написать свой маленький язычок программирования, чтобы хотя бы вот эти вот вещи потрогать. Типа, а что если я сделаю, допустим, что у меня не будет стейтментов, у меня будет все expression? То есть насколько с таким языком будет удобно работать? Или наоборот там. Ну, то есть у вас появляются какие-то как playground, какая-то вот потрогать можно это все. Вот, то есть, ну, как минимум в этом, мне кажется, есть ценность. По крайней мере, для меня это точно так. У меня такая площадка тоже есть, и так как этот репозиторий в публичном доступе, у вас он тоже есть. Так вот, есть у нас переменные. Вот мы их здесь видим. Если мы это все запустим, результат не изменился, потому что на самом деле у нас было 3 и 4. Вот, то есть, понятное дело, что я могу здесь сделать так. И видите, результат изменился. Посмотрим, как это все работает у нас здесь. Здесь у нас, соответственно, иногда Deno не может найти вот эти вот, он как-то кэширует и не может найти новые значения. Но у нас определилось здесь два новых контекста. var declaration, var assignment. Да? И, соответственно, что мы сделаем здесь? Ну, нужно обработчики для них написать. И когда вот мы выходим из var declaration, мы смотрим, у нас это ID, а ID это новая штука, которую мы добавили в грамматику, это имя, да, то есть вы видите, что начинаться оно может либо оно может начинаться обязательно с буквы, либо с почерка. На самом деле вот это вот баг в моем языке, это надо будет исправить, с почерка они не должны начинаться, это у меня кое-чего для чего используется, либо наоборот разрешить здесь, но потом я покажу, где это у меня использовано как зарезервированное слово специальное. А потом, собственно, могут быть числа. То есть, ну, не может начинаться с числа наше значение, да? И мы говорим, что это тоже выражение, соответственно, у нас может быть, можно умножать переменные. Вот, и, соответственно, вот определенные переменные, да, у нас есть слово используется var, потом идет имя, либо, видите, у нас знак альтернативы,
Это var имя равно expression. То есть все, что угодно можно присвоить переменной. Соответственно, другую переменную можно присвоить переменной, либо вычисление значения можно присвоить переменной. Все как в нормальных взрослых языках. Соответственно, это ID. То есть, если у нас есть просто ID, то мы говорим, что у нас объявляется local переменная нашего типа f32. Да? И видите, что мы здесь на самом деле идем как-то не в output, а в locals. И здесь как бы вот это вот та самая штука, когда у вас есть определенная какая-то платформа, у нее есть какие-то правила. И у WebAssembly все локальные переменные должны быть определены в начале функции. Соответственно, а в моей программе они могут быть определены в любом месте. Если вы вспомните JavaScript, то в JavaScript тоже есть такое понятие, как variable hoisting. То есть все переменные, они к началу функции поднимались. И у меня на самом деле это тоже есть. Вот. И это тоже те моменты, которые потом надо знать. И вот они рождаются вот из таких вот вещей. То есть получается, что моя платформа не умеет по-другому. И получается, я как бы хочу дать такую возможность, да, своим людям, своим пользователям моего языка. Но они, получается, теперь эта абстракция как бы протекает, они теперь должны знать. Да, я, конечно, могу определить функцию, переменную в цикле, но она будет определена у меня в начале функции на самом деле, а не в цикле. Или не в if. Вот. И мы идем дальше. Если у нас есть expression, то есть а expression это, соответственно, если мы пойдем в грамматику, это вот эта часть. То есть, если у нас есть присвоение, то нам нужно этот expression достать из стека экспрессионов. То есть, мы тут начинаем использовать уже стек экспрессионов, потому что мы не можем уже просто писать в линеечку. Нам уже нужно все это разбирать. И добавляем в инструкции, собственно, присвоение. Но штука в том, что это всегда сработает. Он всегда сперва помачит вот эту часть. Потому что это альтернатива первая. То есть он всегда определит переменную. А если мы сделаем вот такое присвоение без слова var, то это будет ошибка. Вот. Поэтому эта штука всегда сработает, даже если я явно ее вот здесь, в этом значении не делаю. И видите, у нас здесь нету else if, у нас есть if and if. Да? То есть у нас может быть и ID, и expression может быть, и они отдельно помачатся. Собственно, объявление в переменной уйдет в locals, а присвоение значения останется там, где оно было вызвано. Ну и, соответственно, когда мы выходим из определения, не из определения, а когда мы выходим из присвоения значения, то мы здесь тоже у нас здесь есть, мы как бы на самом месте в инструкции прямо запихиваем присвоение значения, потому что мы объявляем переменную один раз, а присваивать значение можем несколько раз, да, этой переменной. Ну и, соответственно, здесь у нас есть уже тоже экспрессионы, с этими экспрессионами надо как бы работать. У нас здесь есть, у нас это может быть число, у нас это может быть ID, да, так как мы добавили вот сюда ID, нам это надо обработать теперь, да. То есть, если у нас где-то там встретилась expression как ID, то мы, видите, в expression stack запихиваем прям вот local get, то есть получение значения этой переменной. Ну и, соответственно, здесь ничего не поменялось, это здесь наши операторы. Вот эту вот часть я вам не показывал, но теперь можно ее показать. То есть, на выход из программы мы, собственно, генерируем output, да, какой-то результат. То есть, видите, мы переменные наши выкидываем в начале функции, потом инструкции все, которые у нас были. С инструкцией является, это statement, можно, наверное, сказать. Инструкция у нас является, собственно, какой-то такой сложный сгенерированный код, а потом, если у нас что-то осталось в экспрессионах, мы их тоже там вываливаем. Вот. Дальше ничего не изменилось. Но с переменной это, конечно, хорошо, но пробовали ли вы писать на языке, у которого есть ветвление, то есть есть ифы? И начинаем мы, как всегда, с грамматики. Чтобы появились ифы, нам нужно сравнение. И у нас вводятся операторы сравнения. И, соответственно, в наши экспрессионы мы тоже добавляем наш expression с операторами сравнения. И, соответственно, мы вводим новый statement, который называется if. И это у нас, как это называется, ключевое слово if. А потом в скобочках у нас есть expression, какое-то вычислимое значение.
И потом идет у нас есть набор стейтментов. На самом деле здесь, наверное, лучше написать плюсик, потому что как минимум один стейтмент в ифе должен быть. И такие вещи еще можно удобно дебажить, вот если поставить расширение для Antler для вашего, для VS Code. Я использую не VS Code, а курсор, но на самом деле там те же самые расширения. Вот видите, он нам показывает это все визуально. Почему-то он не хочет нам показывать это. Другие вещи, ну окей, показывает. Ну, возможно, потому что я по коммитам прыгаю сейчас. Не так важно. Так вот, перейдем сюда, и здесь видим, что у нас здесь появился if, и если у нас x больше 2, то y становится 5. На самом деле здесь вот это баг, он нам не нужен здесь, у нас нет точки запятой. Если мы это все вычисляем, видите, что у нас здесь сгенерировалась программа присвоения, собственно, определения x и y. Да, вот они у нас, мы сперва их должны определить. Дальше мы четверочку присваиваем y, а дальше мы делаем local set. Видите, у нас f32 add, то есть мы присваиваем x результат суммы двух констант, это двойка и единица. Дальше у нас идет if. Ну и здесь, собственно, специфика реализации if, то есть мы спрашиваем, вот у нас условие идет f32 get, то есть мы сравниваем два числа f32, передаем туда local get x, да, это вызов переменной, передаем туда константу 2 и говорим, что если это правильно, то мы local set y константу 5 присваиваем, да. И дальше у нас здесь где-то есть... нет, выход в циклах, окей. Ну и, соответственно, дальше мы вычисляем вот это вот выражение. Мы видим, что результат у нас 23,5. Если мы сюда, если у нас x больше 2, а x у нас больше 2, если сделать x меньше 2, то и результат у нас уменьшится. Давайте сделаем все равно больше 2, а y сделаем на единичку меньше. Ну, на единичку неинтересно, на 2. Тоже меняется. Ифы работают. Теперь у нас есть математика, есть переменные, есть ифы. Чего не хватает? Циклов. Давайте добавим циклы. Ну и сейчас я вам покажу, собственно, как оно все работает. Вот здесь. Понятное дело, что у нас появился if statement context, который нам любезно сгенерировал Antler. Тут ничего не менялось. Поменялось вот здесь. Когда мы задетектили if statement, нам нужно всего ничего. Сказать, что у нас есть if, считать condition. Condition это уже будет на стеке экспрессионов лежать, потому что condition, как вы видите, это expression. А потом нужно взять стейтменты, которые будут у нас лежать в instructions, и их сюда надо записать. На самом деле здесь, возможно, есть баг, о котором мы поговорим дальше, потому что у нас могут быть вложенные ифы, и, по-моему, этот код вложенные ифы не проверяет. Дальше все без изменений. Все без изменений. Идем дальше. Циклы. Смотрим с первым делом на грамматику. Программа — это у нас набор стейтментов. Стейтменты — это у нас определение переменных, присвоение значений, ифы, while и экспрессионы. Дальше у нас есть все без изменений, while появилось. Окей, это у нас ключевое слово while, потом условия выхода из цикла и стейтменты, которые должны выполняться. Опять-таки, наверное, здесь нужен плюсик, потому что как минимум один стейтмент там должен быть. Но не так важно. Мы перейдем. Я переименовал, вот почему оно пропало. Я это переименовал в lol-what. Ну типа, lol это язык, а what это тоже язык. Смотрим на while. И на самом деле мы видим здесь, что изменилось. У нас все так же output это строчка. Locals это у нас массив, это, собственно, массив локальных переменных. И есть инструкции. Вот, есть выражения, есть блоки, это там массив массивов. Это блок стек, это, собственно, область видимость блока, можно так сказать.
Ну и здесь тоже ничего не поменялось. Мы генерируем заголовок программы. Идем дальше. Видите, вот здесь я уже начал фиксить этот баг. Когда мы заходим в if statement, мы все инструкции, которые были до этого прочитаны, мы говорим, что они теперь у нас в блоке. Вот, и обнуляем инструкции, которые, возможно, будут дальше генерироваться уже в другом блоке. И, соответственно, когда мы выходим из if, то мы точно так же наша condition достаем с expression, потом то, что у нас в then, мы достаем из тех инструкций, которые мы насчитывали, потом те инструкции, которые мы считывали до того, как мы встретили if, мы возвращаем обратно на стек, возвращаем обратно. Вот. И, соответственно, подсовываем туда, в эти инструкции, наш if. И вот таким образом мы решаем вопрос, проблему вложенных блоков. Но мы-то пришли делать циклы. Точно так же мы поступаем с обнаружением цикла. То есть, на самом деле, это просто, можно так сказать, это код, который обрабатывает блоки кода. Да? Потому что цикл — это блочный стейтмент, и if — это блочный стейтмент, у которого есть блок кода, который он оборачивает. И, соответственно, когда мы выходим из while, мы генерируем, собственно, сам цикл. То есть у нас есть цикл, у него есть body, это то, что мы, собственно, вычисляем. Body — это у нас те инструкции, которые мы считали, да. Condition — это точно так же у нас на стеке лежит condition, но там. И, соответственно, в инструкции мы возвращаем то, что у нас как бы там было, и запихиваем туда, собственно, сам цикл. И вот здесь есть условие выхода из цикла в WebAssembly, оно работает таким образом, то есть мы говорим break if, и вот это вот 0, это мы, что конкретно мы, из какого конкретно цикла мы выходим. Здесь на самом деле, наверное, может быть ошибка вложенных циклов, потому что break if zero, нет, наверное, ошибки не будет, потому что он сразу же сломает вот этот цикл, а верхний цикл он не сломает. Окей. Возможно, там есть баг, неважно. И, соответственно, когда мы выходим, да? Все остальное без изменений. По-моему, даже здесь нет изменений. Пока. Вот, потому что мы все равно все возвращаем всегда в instructions, locals и expression stack. Появились циклы. Давайте посмотрим, как они выглядят. У нас появился факториал. Как сделать факториал на цикле без рекурсии? Вот так. Мы его запускаем и видим 720. Факториал 6 – это 720. Факториал 1 – 1. Вот. Окей? У нас есть переменные, у нас есть ифы, у нас есть циклы. Что не хватает? Функции. Если мы сделаем функции, у нас полноценный язык, можно сказать. Давайте сделаем функции. Функции мало чем отличаются от других блочных стейтментов, но у них есть одно отличие. То есть на самом деле функции, у них же как бы возникает своя область лексическая, область видимости, да, свой scope, так называемый. И, соответственно, локальные переменные, определенные внутри этой функции, они должны оставаться уже там. А насколько вы помните, наша программа, она вся как бы обернута одной функцией, которая возвращается. И это тоже надо решить. То есть нам нужно оставить обертку нашей программы, и нам нужно как бы вот эти функции выносить тоже как-то наверх. Ну вот как мы примерно делали с переменными, да? Ну мы сейчас совсем разберемся. Давайте сперва запустим, посмотрим. Вот. На самом деле это итоговая программа, которую мы смотрели. И она возвращает единичку. Она вот здесь вот все генерирует то, что я вам сказал. Видите, у нас тот же самый модуль. В модуле у нас возникает наша функция факториал, видите? Сначала вот у нас цикл есть, а дальше у нас идет, это просто форматирование такое, это не то, что оно вложено. Дальше идет у нас функция return to, которая просто возвращает число 2. Дальше у нас есть функция тест, которая, собственно, все сравнивает и возвращает output. А дальше у нас есть функция main, которая, на самом деле точно так же лежит вот на этом уровне. Просто не успел я написать нормальный форматер для этого, поэтому какой есть. Функция main, соответственно, она у нас, как вы видите, вызывает функцию тест. И здесь тоже вызывает функцию факториал, вызывает функцию 2.
Вот. Ну и возвращает значение. Это единственная экспортируемая функция у нас. Понятное дело, что можно сделать так, чтобы у нас из модуля экспортировалось несколько функций. Можно сделать ключевое слово export. Ну и если есть желание, можно всегда развивать эту грамматику. Давайте посмотрим на грамматику. У нас появляется function declaration и function call. Понятное дело. И еще возникает return expression. И понятное дело, что все это идет вот сюда. Function declaration, потому что function call это expression. И оно уже включено. И return expression тоже expression. Вот. Мало чем отличается от всего остального, что мы видели. У нас здесь есть функция, у нее есть имя, ID, а потом операнды как идентификаторы, да, аргументы функции, и набор стейтментов внутри, в блоке. Function call – это имя функции и набор аргументов. А аргументы у нас это либо название переменных, либо инты. Понятное дело, что на самом деле туда можно, наверное, передавать экспрессионы. Наверное, можно так вот это изменить, то есть чтобы внутри функции можно было как оператор передать вызов другой функции, какие-то выражения, но пока этого сделать нельзя. То есть есть куда вырасти. Окей, она работает, результат 1, да, то есть как я вам показывал в начале. Смотрим, собственно, сюда. Давайте, чтобы у нас... Окей, он сам уже справился, сам обновил свой кэш. Смотрим, что у нас здесь начало возникать. Если помните, где-то в начале в самом я говорил, что у меня здесь вот есть баг небольшой. То есть, по большому счету, люди могут определить функцию с именем подчеркивания global. Я как-то вот этот вот подчерк здесь не заметил и думал, что это невозможно, но оказывается это возможно. Ну, это надо будет исправить, скорее всего, здесь и сделать какое-то другое название, которое люди не могут использовать. Вот, так как у нас здесь строчка, это ключ, ну, то есть можно, например, не знаю, сделать там тильду, например, да? Вот. И такого они точно не смогут использовать. Вот. Ну так, что у нас? У нас здесь уже, видите, пришлось наш locals из массива сделать мапом, да, и мапим мы по имени функции. Соответственно, у нас есть какая-то имя функции, есть глобальная область видимости, это global, и появляется локальная область видимости. Это важно для функции, для других вещей это не важно. Вот. Поэтому на самом деле там всегда имеется глобальная, и возникают время от времени локальные, так как мы проваливаемся. И мы говорим, что текущая функция, которую мы обрабатываем, это global, а все остальное, да, у нас есть функции, потому что функции нам тоже нужно пробросить в начале модуля, да, то есть они у нас тоже идут отдельным массивом. Все остальное, по-моему, не изменилось. Ну и здесь все то же самое, все то же самое, все то же самое. Единственное, что нет то же самое, это будет у нас var declaration, да. Да, видите, что мы здесь определение. А нам всегда, как я вам говорил, нам важно определение в начало функции, объявление переменной пробросить. И вот эти объявления мы, собственно, вот видите, идем в locals, this current function, и вот туда-то мы это и запихиваем. Идем дальше в функции. Функция это блок, поэтому у нас здесь объявление блока, да. Ну, понятное дело, так как у нас есть еще дополнительные моменты, у нас есть, во-первых, current function, то есть мы достаем ID-шник это получается токен с названием ID, нулевой, да, самый первый, который встретился. Это название функции там будет. Вот function declaration, вот он, токен ID, вот он нулевой будет здесь, а дальше будут они вот здесь. То есть название функции это нулевой. Объявляем новую область видимости. И, собственно, мы создаем для нее пустой массив, потому что ничего еще не объявилось. Дальше идем в exit function declaration, то есть когда мы всю функцию прошли, генерируем для нее код. Что нас здесь интересует? У нас здесь, понятно, интересует function name, нас интересуют локальные переменные, нас интересуют параметры или, на самом деле, аргументы функции. И здесь мы делаем ID-лист, то есть, на самом деле, Antler для нас еще генерирует и функцию list, то есть она видит, что мы здесь
просим несколько токенов одного и того же типа, и оно для нас генерирует вот такой вот почерк-лист. Мы говорим slice 1, потому что первый у нас уже занят под названием функции, а все остальное это будут аргументы. И мы, собственно, их мапим, парам, название этого парама и тип. Тип у нас один. Ну, и поэтому парам я его и назвал. Дальше мы идем в body block, точно так же инструкции, которые у нас встретились, читались, сджойнили, запихали, и запихиваем все это тело, все вместе в функции, возвращаем на место инструкции и возвращаем область видимости в global. Дальше у нас есть function call чуть проще. Здесь у нас получается, у нас есть function name, точно так же это ID, но кроме ID там больше ничего нет, да, там есть аргументы, и видите, то есть на самом деле здесь тоже можно было, наверное, так удобнее разнести, назвать это как-то там параметры, вот. И тогда не надо было делать бы slice, тогда бы у нас было бы отдельный токен. В принципе, удобно. Вот. Ну и, соответственно, вот у нас есть arg-list, да. И, как я говорил, что у нас вот есть арги, их несколько, звездочка. Соответственно, Antler сделал нам лист. Мы его мапим и смотрим. У нас там может быть либо int, либо ID. Соответственно, из-за этого либо мы дергаем что-то по этому имени ID, либо мы используем константу. И, соответственно, этот вызов, это у нас тоже expression, поэтому мы его, собственно, обратно на экспрессионы упуливаем. Но здесь на самом деле есть баг, который будет починен дальше, потому что это тоже экспрессионы, вот эти аргументы. Соответственно, они тоже будут обработаны exit expression. Соответственно, если я сейчас это скомпилирую, то там есть такой случай, когда это не срабатывает. В общем. Ну и, соответственно, здесь экспрессионы. Тут, по-моему, ничего не изменилось. В этой генерации у нас что-то изменилось. Видите, у нас здесь функции, они вылезли вперед модуля, когда IDE больше мешает, чем помогает. И, соответственно, после вот того, как мы объявили все функции, мы объявляем нашу главную специальную функцию. Я ее здесь уже назвал main. Ну и, соответственно, locals, instructions, expression stack. Все фильтруем, чтобы было красивенько, джойним, упуливаем. Язык программирования готов? Да, понятное дело, что там есть некоторые баги. Давайте пройдем дальше по коммитам. Я здесь заимпровил грамматику немножко. Как я ее заимпровил? Очень просто, на самом деле. То есть, получается, здесь добавлен else if, но он не реализован. Добавлены запятые, чтобы проще было разделять экспрессионы в, собственно, function declaration, function call. Вот, ну и return statement у нас тоже как бы expression стал необязательным. Можно просто делать return какого-то по умолчанию значения. Добавлены комментарии, которые вы уже видели. Они, видите, тоже скипуются просто. Вся строка, буквально, видите здесь, вся строка до новой строки игнорируется. Вот, наверное, вся грамматика. И давайте вот эту вот ошибку, которую я вам говорил, мы ее посмотрим, как она здесь была решена. Да. Ну, на это не обращать внимания. Это кэш. Но здесь, как вы видите, мы спрашиваем, а сколько всего у нас аргументов. И потом, собственно, из стека убираем те аргументы, которые у нас были. И, соответственно, таким образом у нас больше нет дупликации. Вот. Ну, собственно, дальше больше как бы особо ничего нет. Дальше у нас есть и cleanup, но это не так важно. Дальше я добавил какой-то readme, добавил лицензию, добавил compile скрипт, которым я вас, наверное, забейтил в начале. Поэтому если мы перейдем на этот compile скрипт, это просто shell скрипт, который вызывает Deno, компилирует то, что мы ему даем на вход, а это имя файла. И, соответственно, таким образом у нас появился тот самый example keg,
который мы передаем, он компилируется, исполняется в WebAssembly, и результат возвращается. В подготовке этого видео мне сумасшедшим образом помог искусственный интеллект. Ну, не интеллект, а генеративные даже не генеративные нейросети, а диффузные нейросети. Окей. Чат GPT, можно сказать. Чат GPT, Claude, вот эти вот все ребята мне помогали. Без них я бы гораздо дольше, наверное, это все сделал. Не то, чтобы не смог сделать, но просто потратил бы больше времени. Но про это будет отдельное видео. Это будет следующее видео про то, какие инструменты я использую. А про это видео последнее такое аутро. Видео для меня это вообще на самом деле такой девайс для изучения чего-то нового. Вот я не писал в университете эти языки программирования, как я вам говорил, не писал формальных грамматик, не делал парсеры, потому что у меня курс был другой. Вот добрался, сделал видео, написал, теперь у меня есть вот этот маленький язычок, с которым можно играть и работать. Можно даже попробовать сделать какой-нибудь там вывод типов. Ну, для начала нужно добавить другие типы, чтобы эти типы выводить. Можно, в общем, играть, можно и попробовать использовать разный синтаксис. Что-то мы с вами сегодня новое узнали. А если вы в этом разбираетесь гораздо лучше, чем я, а такие наверняка есть, пожалуйста, пишите вдумчивые комментарии, чтобы под этим видео люди, которые придут смотреть, если я какие-то ошибки допустил, я наверняка допустил кучу каких-то ошибок, рассказывая это все, чтобы они могли тут же как бы почитать, что правильное мнение, да, или какие-то фактические исправления. А на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.